Никакие удобрения не нужны орхидеям. У меня орхидеи многие годы стоят без удобрений. И каждый год цветут, растут, и все с ними замечательно. А вы, недоблогеры, на своих каналах рассказываете сказки про то, что нужно удобрять всякой химией. Вы вместе со своими продавцами лжете потребителям. Друзья, всем привет! Я вам процитировал комментарий. Вчера оставили под видео, и этот комментарий стал последней каплей, из-за которой я решил снять сегодня видео и развеять все мифы и споры на эту тему, на тему, нужны ли орхидеям удобрения, не нужны ли орхидеям удобрения, могут ли орхидеи жить без удобрений или не могут. И сразу, значит, подобные комментарии очень часто возникают под видео, не только на нашем канале, но и темами всевозможными на форумах, в группах орхидейных. И вот люди спорят, и есть такие, значит, архаманы, которые в пример приводят свои собственные орхидеи и показывают фотографии и видео орхидей, цветочков, которые цветут роскошными букетиками. Ну, кто-то хуже, кто-то лучше, без каких-либо удобрений. И сразу в начале этого видео хочу ответить на этот вопрос. Могут ли орхидеи, а именно гибридные фаленопсисы, которые вы видите у нас на канале, которые присутствуют, которые я показываю ежедневно в наших видео на нашем канале, могут ли они без удобрений жить, расти, цвести месяцами? Сразу хочу ответить. Могут. Да, действительно, орхидеи могут. Но хочу сделать небольшую поправочку к, значит, комментарию автора этого комментария. И людям, искренне верующим и считающим, что орхидеи не нуждаются в питании, не нуждаются в еде, не нуждаются в питательных веществах, в минералах, в элементах всевозможных. Сразу хочу сделать поправочку. И прежде чем об этом поговорить, хочу рассказать, значит, о том, что лет 5 назад, ну, если быть точнее, в начале 2018 года, когда только я начал вести канал, ну, начал я в 2017 году, в 2018 худо-бедно рассказывал об уходе за орхидеями и снял видео небольшое, пару десятков, может быть, полтора десятка орхидей, именно тех орхидей, которые у меня на тот момент уже не то, что там год, а, наверное, десятилетие, ну да, десятилетие с нулевых еще годов, жили прекрасно без какой-либо подкормки. Я имею в виду удобрений, которые продаются в магазинах. И я так и назвал видео, которое называется «Орхидеи без химии», и опубликовал его у себя на канале. Потом это видео попало в социальные сети и разлетелось по нескольким группам в Одноклассниках. И вот в одной из групп началось преследование меня. Да, там полетели в меня тапки, гнилые помидоры, меня там так начали чехвостить супер гуру по уходу за орхидеями, что орхидеи в плане того, что без химии не могут жить, это чушь и все такое прочее. И посмотрели на орхидеи и сказали, уж лучше бы ты бы их кормил химией. И, в общем, с этого начались просмотры видео на канале. Люди стали заходить, смотреть. И вот с такого вот ругани появился интерес к нашему каналу в начале 2018 года. Это вот было как раз таки в январе. И 5 лет назад.
значит, к чему я это рассказываю? А к тому, что да, действительно, орхидеи можно не кормить, не удобрять, но есть маленький нюанс. Кто-то, значит, показывает свои орхидеи с хорошим каскадным цветением, с пышным цветением. У кого-то орхидеи очень-очень грустные и скучные. И в одном случае автор утверждает, что у него орхидеи прекрасно без подкормки живут. И в другом случае автор утверждает, что вот они без подкормки живут. Подскажите, уже много лет, подскажите, чем подкормить, потому что плохо они выглядят. И вот к чему я это рассказываю? К тому, что не надо забывать, что орхидеи являются эпифитами, то есть воздушными. Им по большому счету грунт не нужен, у них корни и сами орхидеи, ну я опять же говорю за фаленопсисами, которые находятся за моей спиной, эти орхидеи эпифиты, воздушные. Я думаю, что для некоторых новичков, которые только увлеклись орхидеями, именно вот этими гибридами, продающимися в магазинах, самыми популярными орхидеями среди орхоманов, открою для, наверное, многих Америку, что эти орхидеи получают питательные вещества из окружающего воздуха. Да, действительно, из окружающего воздуха, из дождя, влаги, который, допустим, падает, да, то есть орхидеи, которые дома у вас находятся, они получают из воздуха. Не секрет, что воздух состоит из основного элемента азота, да, это тот самый элемент, необходимый для роста и строительства тканей любого растения. Азот, фосфор и там у нас что, магний и другие калий, другие микроэлементы. Но основные это азот, фосфор и калий. Да? То есть вот они три основных составляющих, которые аббревиатура этих элементов на обратной стороне этикетки тех или иных удобрений указывается, сколько этих микроэлементов в процентном соотношении вот в том или ином удобрении. Азот, фосфор и калий. Так вот, все эти микроэлементы, они находятся в воздухе. Более того, скажу, что и эти же микроэлементы, ну, может быть, за исключением азота, да, там в меньшей степени, но калий, фосфор и другие магний, другие микроэлементов содержатся в воде. В той самой водопроводной воде, которой орхидеи поливаются. Мы взяли из-под крана, набрали воды, она у нас отстоялась, а когда вода отстаивается, из нее выходит хлор или те вещества, которые добавляют для обеззараживания воды. Потом поливают этой водой. Но калий, фосфор, другие микроэлементы, они никуда не деваются. Они в этой воде содержатся. И так вот, теперь возвращаясь к моему утверждению, что орхидеи могут жить без удобрений. И, значит, утверждению автора этого комментария, с которого я начал видео, да, действительно могут, но есть нюанс. Без воздуха, который окружает орхидеи, без той воды, которой мы поливаем, если все очистить, отфильтровать, то орхидея погибнет. Это говорит о том, что орхидеи как таковые без питательных веществ, без микроэлементов жить не могут. Но они получают все необходимые для среднестатистической жизни микроэлементов из окружающего воздуха и из той воды, которой мы наши орхидеи поливаем. Теперь, значит, другой нюанс. Как вы уже понимаете, живем мы в разных, не то что климатических зонах, в разных регионах. Мы еще и живем, у кого-то своя скважина, у кого-то водопроводная вода качается из речки, у кого-то там из озера или еще откуда-то, да? У кого-то из горной речки, у кого-то кто-то живет в степи, кто-то живет в лесу, да? Кто-то живет в горах и так далее, тому подобное. То есть в разных местах, где насыщенность и обогащение
обогащенность воздуха разная, где вода, которой поливаются орхидеи, тоже разная. Соответственно, и количество тех или иных микроэлементов, необходимых для орхидей, оно тоже разное. И вот еще раз возвращаясь к тому, что акцентирую внимание, я всегда говорю, гибриды наши, фаленопсисы, изначально садовниками были выведены именно для нашего человеческого жилья, для среднестатистических условий жизни человека, в том числе воздуха, которым мы дышим, и водой, которую мы пьем. Действительно, специально покупать какие-то дополнительные удобрения для среднестатистической жизни орхидеи можно и не покупать. Орхидеи будут жить, и доказательством того у меня есть орхидеи, которые не подкармливаются. Одна из таких орхидей — это Шанхай. Да, друзья, Шанхай. Это одна из старых моих первых в моей жизни орхидей, которая появилась в нулевых годах. Ей больше 15 лет. По-моему, вот я точно не могу сказать. В 6-м или 8-м году она у меня появилась. В 2006 или 2008 год эта орхидея появилась у меня. Не помню. В общем, очень-очень-очень давно. У нее есть свой отдельный плейлист на канале, так и называется орхидея Шанхай. Первые видео я про нее снимал, показывал, потом перестал. Вот она стоит и стоит без присмотра. Последний раз мы ее с вами пересаживали в мае 2018 года. В мае 2018 года у нас есть видео на канале. А вот она до сих пор в этой посадке так и сидит. Посмотрите. В январе я показывал, рассказывал, что эту орхидею я не кормлю, не подкармливаю. Единственное, что делаю, это иногда, изредка, я ее проливаю триходермой, тот грунт, в котором она находится. Конечно, это не питательные вещества, но наличие сахара, основа для посева грибков, есть. Плюс еще показывал вот эту орхидею. Это орхидея мини Red Lip. Да-да, мини Red Lip. Она у нас тоже. Пересадки, по-моему, 2019 года. По-моему, в 2019 ее году. Но вот она уже 4 года у нас растет в мхе. Я тоже ее периодически... Мох здесь уже давно... Мох давно здесь уже... покрылся он чернотой, водорослями наслоился. Постоянно эта орхидея цветет роскошными такими вот облачками. Ее судьбу можно отследить. Она у нас есть в плейлисте и корни орхидей, как нарастить корни орхидей, и в плейлисте орхидея Red Lip. Это вот наша с вами знаменитая тоже орхидея. Я сейчас, кстати, вставлю видео, вот сюда вставлю видео. Так, вот оно у нас 2020 года, как раз таки я показываю, вот видео 2020 года, посмотрите, две этих орхидеи, посмотрите на Шанхай и посмотрите вот как раз таки на Red Lip. Вот именно в этом видео, которое называется «Букетообразный цветонос орхидей», неужели это от грибка, от 25 января 2020 года это видео. И вот эта орхидея уже 3 года. На тот момент она ничем не подкармливалась. Это 3-й был год в 2020 году. Ничем не подкармливалась. Я имею в виду из тех удобрений, которые продаются в магазине. Единственное, что это вот она подпитывалась триходермой. И начиная с 2018 года, когда эта орхидея Шанхай закончила свое цветение, вообще ничего, нигде я ее не прыскал, ничем не подкармливал. И вот в 2019 году она роскошно цвела, в 2020, вот пример видео, оно роскошно цвела, в 2021 уже на 1 цветонос она цвела, в 2022 чуть поменьше, и вот сейчас, друзья, 2023 год, вот такое у нее без подкормки
вот такое вот состояние. Ее давно нужно пересаживать, эту орхидею. Ну, уже вот будет сколько с 18-го, 5 лет она будет, через 2-3 месяца, уже 5 лет, как она в этой посадке. Видео все про нее есть, и как мы ее сажали вот сюда, в этот горшок, тоже имеются. Может быть, грунт у нее оскудел, может быть, окружающая среда, ну, скажем, стала тощая, вода, которой я стал поливать, более очищенная. В общем, орхидея стала показывать свои вот такие вот, скажем, грустные результаты цветения. И вот медленно и уверенно мы подходим к тому, что нужно ли или не нужно кормить, подкармливать свои орхидеи. Конечно, без каких-либо удобрений специальных орхидеи будут и цвести маломальски, среднестатистически, жить и развиваться. Но если мы хотим чего-то большего, чего-то более пышного, вкусного, интересного, то, конечно же, орхидеи подкармливать, удобрять необходимо. Орхидеи, конечно, без этого всего обойдутся, но опять хочу сказать, что мы живем все в примерно одинаковых условиях, плюс-минус. Но, как я уже и рассказывал по уходу за орхидеями, у кого-то климат богаче, да, потеплее, повлажнее, воздух понасыщеннее, кто-то живет ближе к лесу, да, либо к морским каким-то просторам, к речным, к озерным, к водохранилищам. Вода очень хорошая, насыщенная микроэлементами, как и воздух. А кто-то, например, живет в степной зоне. Калмыкия, Казахстан наш, вот сюда граничащий с Волгоградом, Волгоградская область, Астраханская область, Ставропольский край. Вот эти вот такие степные, полустепные, пустынные местности, где не то что там вода, даже в воздухе насыщенность каких-либо микроэлементов, она минимальна. Соответственно, орхидеи в подобных условиях, они будут жить, безусловно, но они будут грустно жить. Те, кто живет в лесах, там, я не знаю, московских, подмосковных, в других лесах, где воздух напитанный вот этими вот растительными испарениями, различными микроэлементами, ароматами, где можно, как говорят, ложкой этот воздух черпать и есть. Вот в таких условиях, конечно, орхидеи будут очень и очень неплохо себя чувствовать. И, конечно же, архаманы, которые выращивают орхидеи на подоконниках, где много зимой рассеянного света от снега, где не нужны никакие удобрения, подкормки, потому что и вода, которой поливаются эти орхидеи, допустим, там какая-то родниковая, да, колодезная, и воздух лесной, луговой, насыщен микроэлементами. Конечно, хозяин таких орхидей зайдет на канал и начнет писать, на каналы ко мне, к другим, и начнет писать, что вы недоблогеры, не нужны никакие удобрения, у меня растут орхидеи годами и цветут без всего. Вот посмотрите, какие фото. И при этом архаман, конечно же, автор таких комментариев, забывает, что у него вода и воздух очень насыщенные, и все микроэлементы присутствуют и в воде, и в воздухе для того, чтобы эпифитное растение, которым является гибридный фаленопсис и просто фаленопсис, было достаточно для его не то что там роста, но и хорошего пышного цветения. А те люди, живущие архаманы в более скудных природных условиях, да, таким, конечно же, и необходимо подкармливать, подпаивать орхидеи различными микроэлементами. Потому что ни в воздухе, ни в воде такие элементы, конечно же, будут
минимальный, если, например, люди живут в городской среде, в городе непосредственно, где воздух напитан, например, там, выхлопами предприятий, либо выхлопами от автомобилей, живут на высоких этажах, где вообще концентрация питательных веществ, она минимальна, где питаются из воды, прошедшие много-много фильтраций всевозможных, не то что там от бактерий и микроорганизмов очищают, но еще и очищают от различных микроэлементов, когда ставят обратный осмос, да, фильтр, вот как я ставлю обратный осмос, и у меня из-под крана, можно сказать, вообще нейтральная вода выходит, в ней ни плюсов, ни минусов, она вот просто пустая. Вот в такую воду обязательно нужно добавлять микроэлементы, которыми являются те удобрения, продающиеся в магазинах. Это важный момент. Поэтому говорить о том, что орхидеи, как вот в начале видео я прочитал комментарий, бреющий всех под одну гребенку, что орхидеи можно растить без удобрений, я бы так не говорил. Для отдельных каких-то местностей, для отдельного ухода, да, но мы живем, скажем, в такой среде, многие из нас в городской среде, в такой максимально искусственной, да, то есть это мало кто живет прям на природе, в открытом, вот, где можно орхидею во двор поставить, и она будет с конца зимы до начала зимы, до конца осени расти, цвести и благоухать. Поэтому, конечно же, мы должны подкармливать. Тут опять же не должны, а можно подкармливать. Вот такое, друзья, у меня сегодня видео. Вот такая тема. И подводя итог, еще раз хочу сказать, что, конечно же, в среднестатистических условиях жизни человека орхидеи можно не кормить. Тут уже сам человек, увлекающийся орхидеями, должен принимать решение, кормить ему, не кормить, глядя на своих красоток. Например, вот я вам показал, есть орхидеи, вот Шанхай, которая несколько лет не кормилась. И, значит, 2, 3, 4 года после последней там какой-то подкормки худомальской орхидея там 2, 3, 4 года роскошно цвела, а потом стала немножечко угасать. Чего, например, не скажешь о другой орхидее, которая вот уже 4 года растет вот в Амхе. Здесь в Амхе, и постоянно каждый год она цветет, доцветает и очень долго цветет. Вот. Еще хочу пример вам, значит, привести. Я уж не стал, друзья, я доставать эти орхидеи, но потому что они там кучкой стоят за моей спиной. Вот там вот, это наша команда пиратов Пикати. Вот здесь вот их вся команда. В позапрошлом году, когда я их купил, эти орхидеи, мы их вместе с вами пересадили в орхиату, пересадили в закрытую систему и начали их кормить, обрабатывать их средством, тоником для орхидей, насыщенных хитозаном и различными микроэлементами. И буквально через несколько месяцев орхидеи отозвались пышным, роскошным цветением. Вот я вставлю как раз таки видео, посмотрите видео кусочек, где я на фоне, точнее, на моем фоне вот эти вот роскошные пираты, бабочки стандартного цветения, пилоричного цветения тюльпанчиком, пират стандартного окраса, пират окраса розового, красного. И вот так вот они отозвались после пересадки. И вот на момент, когда они зацвели, эти орхидеи, это уже было год назад, в прошлом году, ничем на них не прыскал, ничем их не подкармливал. И вот спустя ровно год, когда они отцвели, закончили свое цветение, никаких питательных веществ они ничего нигде не получали, только вот из той окружающей среды, которая здесь находится в этой комнате. Ну вот можно посмотреть, я даже не стал их доставать, там по одному, по два цветочка.
ну, один пират тянет цветонос, вроде как, вот, но у других из 5 пиратов, вот, 2 зацвели, один на 5 цветочков, другой на 4 цветочка, вот, то есть очень-очень такой груз, но они цветут, но без какой-либо вообще подкормки, абсолютно без какой-либо вообще подкормки, но они при этом цветут, их можно не удобрять, но они будут вот такие вот грустные. Надеюсь, друзья, сегодняшним видео я ответил на вопрос, можно или не можно кормить орхидеи, нужно ли кормить, не нужно ли кормить. Это, друзья, каждый решает сам, уже какими удобрениями. Как, это отдельная тема для видео, если будет интересно, я раскрою ее подробно, эту тему, отдельным видео, какие удобрения, тем более сейчас тоже много-много вопросов задаются на эту тему. Вот, когда, в какой период лучше всего, даже не какими удобрениями, а именно какого состава удобрений, в какой период кормить. И для этого я купил пару удобрений специально для того, чтобы видео снять на одну из тем, касающихся состава удобрения: азот, фосфор и калий, в какой пропорции, в какой промежуток времени жизнедеятельности орхидеи лучше всего кормить. Это я могу рассказать, если, конечно, это будет интересно. Вот таким вот большим объемным видео. Все, больше я добавить ничего не могу. Эту тему я закрываю. Уже думаю, что те, кто внимательно слушал, те уже сами для себя и ответили на вопрос по поводу удобрений для орхидей, стоит или не стоит. Ну и, в общем-то, все, друзья. Всем хорошего настроения, всем добра, здоровья и до встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Но эти-то мы кормим. Вот. Кормим. А как же не кормить? Если не кормить, они вот в итоге будут вот так вот выдавать маленькие скудные цветоносики. Вот. Все, друзья. Кстати, на днях я показывал видео, где мы с вами кормили конкретно орхидеи: белый биглип и фисташковый Golden Dawn, выдавшие по 4 цветоноса. Думаю, что без подкормки такие результаты орхидеи бы не выдали. Хотя, конечно же, в моих условиях скудных они бы зацвели. Но вот таким вот образом. Все, друзья, всем пока.